Подземные базы в Антарктиде – правда или вымысел? Антарктида – это не просто ледяной континент, покрытый толщей вечных снегов. Это место, окутанное тайнами и загадками, которые привлекают внимание исследователей, ученых и любителей конспирологии уже много десятилетий. Одной из самых интригующих теорий является предположение о существовании подземных баз в Антарктиде. Эти сооружения якобы принадлежат либо засекреченным правительствам, либо даже внеземным цивилизациям. Сегодня мы попробуем разобраться в этом удивительном феномене. Исторические предпосылки. Для начала надо обратиться к истории. Антарктический континент был открыт лишь в начале 19 столетия, однако интерес к нему возник гораздо раньше. Древние картографы создавали карты, где Антарктида была представлена безо льдов. Например, карта Арантея Финеуса, составленная в XVI веке, показывает контур материка, который совпадает с современными данными о его береговой линии под слоем льда. Как это возможно? Никто не знает наверняка. Может быть, эти карты основаны на знаниях древних цивилизаций, существовавших до последнего ледникового периода. Или же кто-то уже побывал там раньше нас. В 20 столетии Антарктида стала ареной для политических игр. После Второй мировой войны американский флот отправился в экспедицию «Хай-Джамп» под командованием адмирала Ричарда Бирда. Эта операция должна была исследовать Южные океаны и проверить готовность военно-морских сил к работе в экстремальных условиях. Однако что-то странное произошло во время этой миссии. Адмирал Бирд позже заявил в интервью, что Антарктида – это центр величайшей угрозы, которую когда-либо знала Земля. Его слова вызвали множество вопросов, но официальные источники так и не раскрыли подробности. Геологические особенности Антарктики. Чтобы понять возможность существования подземных баз, необходимо рассмотреть геологию континента. Антарктида – это не просто огромный пласт льда. Под ним находятся горные хребты, долины и даже целые озера. Наиболее известным из них является озеро Восток, расположенное на глубине около 2500 метров под ледяной шапкой. Это пресноводное озеро размером в среднеевропейскую страну было отрезано от внешнего мира миллионы лет назад. Ученые предполагают, что в его водах могут обитать уникальные формы жизни, адаптированные к полной темноте и высокому давлению. Такие геологические особенности позволяют предположить, что внутри континента существуют природные полости, которые можно использовать для строительства баз. Кроме того, температура внутри горных пород значительно выше, чем на поверхности, что делает их более подходящими для длительного проживания. Возможно, именно этим объясняется интерес различных государств к этому региону. Теории заговора. Одна из самых популярных теорий связана с Третьим Рейхом. Согласно этой версии, немецкие ученые во время Второй мировой войны создали секретную базу в Антарктиде, куда перебросили свои технологии после поражения. Предполагается, что они использовали местные ресурсы для развития передовых технологий, включая летательные аппараты, называемые фаулерами. Эти устройства, по некоторым данным, могли двигаться со сверхзвуковой скоростью и обладали антигравитационными свойствами. Другая теория утверждает, что подземные базы принадлежат инопланетянам. Сторонники этой идеи ссылаются на то, что Антарктида является одним из самых изолированных мест на планете, идеально подходящих для скрытного наблюдения за человечеством. Более того, некоторые исследователи уверены, что здесь могут находиться порталы в другие измерения или точки входа в систему подземных туннелей, соединяющих различные части света. Современные исследования. Сегодня Антарктида остается одной из самых малоизученных территорий на Земле. Хотя она находится под международным контролем, многие государства продолжают проводить там научные эксперименты. США, Россия, Китай и другие государства имеют свои станции на континенте. Однако что происходит за закрытыми дверями этих учреждений? Почему доступ к определенным районам ограничен? Почему периодически появляются сообщения о странных сигналах, исходящих из глубин льдов? Например, в начале 2000-х годов австралийские ученые зафиксировали серию мощных взрывов подо льдом. Причиной этого явления могли быть как естественные процессы, такие как движение тектонических плит, так и искусственная деятельность. Однако точного объяснения до сих пор нет. Загадочны фотографии и видео. Интернет пестрит историями о людях,
случайно обнаруживших следы подземных сооружений на спутниковых снимках. Одна из таких историй произошла в 2014 году, когда группа энтузиастов нашла на Google Earth странные прямоугольные структуры, частично покрытые снегом. По форме они напоминали здания или ангары. Когда информация достигла широкой общественности, спутниковое изображение было заменено на новое, где этих объектов уже не было видно. Подобные случаи происходят регулярно. Люди утверждают, что замечают на фотографиях странные огни, вышки или даже самолеты, приземляющиеся на временных аэродромах. Конечно, все это можно объяснить ошибками обработки изображений или обычными природными явлениями, но иногда такие совпадения становятся слишком убедительными, чтобы их игнорировать. Официальная позиция. Представители научного сообщества категорически отрицают существование подземных баз в Антарктиде. Они утверждают, что условия на континенте настолько суровы, что любое строительство подо льдом было бы крайне затруднительно и экономически невыгодно. Температуры могут опускаться до минус 70 градусов Цельсия, а сильный ветер создает дополнительные препятствия для работы. Однако скептики задаются вопросом, почему тогда правительства не хотят предоставить полный доступ к территории континента? Почему запрещено проводить независимые исследования в некоторых областях? Почему спутниковые данные иногда противоречат друг другу? Вопрос о подземных базах в Антарктиде остается открытым. Мы можем только гадать, что скрывается под многометровым слоем льда. Возможно, это действительно секретные научные лаборатории, где разрабатываются новые технологии. Возможно, это дом для инопланетных существ, наблюдающих за нашей цивилизацией. А может быть, все это просто плод богатого воображения людей, жаждущих найти ответы на загадки мироздания. Как бы то ни было, Антарктида продолжает будоражить умы исследователей и простых граждан. Каждое новое открытие открывает новые горизонты для изучения, а каждая неизвестность добавляет интриги и тайн. И пока мы стоим на пороге новых возможностей, нельзя не задаться вопросом, что же на самом деле скрывается под этим бескрайним белым покрывалом? Дополнительные факты и гипотезы. Теория пустой Земли. Одна из наиболее экзотических гипотез связана с концепцией пустой Земли. Согласно этой теории, наша планета имеет внутри себя обширные полости, населенные древними цивилизациями. Антарктида, благодаря своему изолированному положению и сложной геологии, считается одним из входов в этот подземный мир. Эта идея получила распространение благодаря книгам и фильмам, хотя научных доказательств ее достоверности нет. Роль нацистской Германии. Многие исследователи связывают легенды о подземных базах с деятельностью нацистской Германии. Согласно некоторым источникам, нацисты активно исследовали Антарктиду в 30-х годах 20 века. Их экспедиции, возглавляемые капитаном Альфредом Ритшером, якобы обнаружили вход в подземный мир, где были найдены древние артефакты и технологии, превосходящие современные достижения человечества. Современные экспедиции. Несмотря на официальное отрицание существования подземных баз, многие государства продолжают проводить масштабные исследования Антарктиды. Например, программа «Антарктический договор», подписанный в 1959 году, запрещает использование континента в военных целях. Однако некоторые исследователи утверждают, что этот договор лишь маскирует истинные намерения государств. Порталы и параллельные миры. Еще одна гипотеза предполагает, что Антарктида может быть местом, где существуют порталы в другие измерения. Эта идея основана на рассказах очевидцев, утверждающих, что видели странные световые явления над континентом. Некоторые даже связывают эти порталы с легендами о Шамбуле, мифическом городе, где обитают просветленные существа. Психологическое значение. Одна из причин, почему тема подземных баз в Антарктиде так сильно привлекает внимание, заключается в психологической потребности человека находить смысл в неизведанном. Мы живем в мире, где большинство вопросов уже имеют научные объяснения. Однако загадки, подобные антарктическим базам, дают нам возможность мечтать, фантазировать и задаваться вопросами о том, что находится за пределами нашего понимания. Подземные базы в Антарктиде – это не просто миф или теория заговора. Это символ человеческого стремления к познанию неизведанного. Независимо от того, существуют они на самом деле или нет, они продолжают вдохновлять нас на поиск истины и разгадку тайн, которые окружают нашу планету. И кто знает, возможно,
Однажды мы действительно найдем ответы на эти вопросы. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.